Тема женских велосипедов до сих пор вызывает споры. Одни считают, что это просто маркетинг. Покрасили раму в розовый, прикрепили корзинку, и вот тебе женский велосипед. Другие уверены, разница есть, и на длинных дистанциях она действительно ощущается. Давайте разберемся, где мифы, а где реальность, и стоит ли девушкам выбирать специальные модели. История начинается в XIX веке. Тогда дамы ездили в длинных платьях. Сесть на обычный велосипед с верхней трубой было невозможно. Поэтому появились модели с низкой рамой. Со временем одежда изменилась, но идея осталась. Производители начали делать велосипеды под женскую анатомию и рост. В 2000-х годах появились целые линейки под названием WSD – Women's Specific Design. Теперь разберем мифы. Первый миф. Женский велосипед– это просто розовый цвет и цветочки. Иногда – да, особенно в самых дешевых моделях. Но у серьезных производителей различия в геометрии, а не в краске. Второй миф. Девушка может спокойно ездить на мужском велосипеде. Может. Но не всегда удобно. У женщин шире таз, короче руки и другой угол бедра. Из-за этого посадка может быть некомфортной. Затекают руки, болит поясница. Третий миф. Женский велосипед– это для новичков. Неправда. Даже профессиональные гонщицы часто ездят на рамах, сделанных под женскую анатомию. И четвертый миф. Если велосипед женский, значит он хуже. Это тоже миф. Качество зависит не от пола, а от комплектации и уровня сборки. Теперь о реальных отличиях. Первое. Геометрия рамы. У женских велосипедов короче верхняя труба. Руль обычно выше, так меньше нагрузка на руки и спину. Размеры рам часто начинаются с 44 см, таких в мужских линейках может не быть. Второе – седло. Оно шире и короче, чтобы учитывать анатомию таза. Третье – компоненты. Руль уже около 36-40 см, шатуны короче около 165 мм. Ручки тормозов сделаны для небольшой ладони. Четвертое – ростовка. Женские велосипеды часто рассчитаны на рост от 145 см. Как выбирать именно женскую модель, если рост ниже 165 см? Если на обычной раме часто появляется боль в спине или руках? Если нужна спортивная, но комфортная посадка. А если проблем с посадкой нет, можно спокойно взять унисекс-модель и просто настроить ее под себя. И главный совет – примеряйте, настраивайте под себя. Даже идеальный велосипед может оказаться неудобным, если седло или руль стоят неправильно. Иногда достаточно поменять седло, и катание становится в разы комфортнее. Женские велосипеды – это не просто маркетинг. Это шаг к тому, чтобы сделать катание удобным и естественным, а розовый цвет пусть останется просто на вкус. А вы на каком велосипеде катаетесь? Женском или унисекс? Чувствуете разницу? Напишите в комментариях. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео.